Здравствуйте, друзья! Правда ли, что Америка – бывшая колония Китая? Автор статьи Алексей Мартов. Ссылка на статью в описании. Некоторые историки считают, что китайские мореплаватели добрались до берегов Америки раньше Христофора Колумба. Доказательством этого, по их мнению, служит карта 1763 года, которая в свою очередь была копией карты 1418 года, составленной командой легендарного китайского адмирала Джен Хэ. На указанной карте, помимо прочего, легко угадываются очертания побережья Северной и Южной Америки. Это придает китайской гипотезе вполне реальные очертания. В 1405 году главный придворный евнух Джен Хэ получил от императора Чжуди чин адмирала и разрешение на военно-разведывательную морскую экспедицию. В распоряжении опытного в морских делах Хэ оказались более 300 судов и 30 тысяч моряков, солдат и ученых. Китайская экспедиция представляла внушительное зрелище. Многопалубные 9-мачтовые фрегаты шли впереди, по бокам и сзади, охраняя транспортники, перевозившие товары, продовольствие и людей. Хэ имел даже танкеры с пресной водой. Из китайских летописей дошли сведения, что даже джонки адмирала по размерам превосходили плававшие в XVI веке европейские каравеллы. За 28 лет странствий адмирал побывал в Индонезии, Индии, на Аравийском полуострове и в Африке. 36 стран, посещенных им, согласились платить дань императору Поднебесной. Предприимчивому китайцу удалось добраться даже до берегов Южной Америки. С индейцами Венесуэлы они сумели договориться, тем более, что условия жизни индейцев мало отличались от первобытно-общинных. Неизвестно, сумел ли Джен Хэ посетить и берега других американских стран, но, допуская эту возможность, можно предположить, что Китай вполне мог стать двуликим, с метрополией в Азии и колонией в Америке. Куда бы повернуло свой ход колесо истории, если бы китайцы решили остаться на открытых ими землях? На тот момент Поднебесная могла соперничать с самыми развитыми европейскими державами. Китайцы уже изобрели компас, бумагу, книгопечатание, шелк, зонты, счеты, фарфор, порох. Именно на основе пороха в X веке китайские мастера создали бамбуковое огненное копье, прототип пищали, а к концу XIII века у них уже имелась бомбарда, прототип пушки. Впрочем, завоевывать индейцев Джен Хэ не пришлось. Жрецы, увидев странников, пали ниц и предложили остальным сделать то же самое. Индейцы приняли китайцев за своих прародителей. Современный анализ ДНК показывает сходство индейцев Америки и жителей современного Китая. Прожив у местных вождей месяц, Джен Хэ сделал вывод, что эти земли плодородны и богаты, а значит полезны для императора. При этом местное население, по мнению адмирала, были их младшими братьями по крови, а значит они и в статусе подданных императора будут верно служить ему. Оставив здесь десятки тысяч солдат, ученых и чиновников, Джен Хэ отплыл назад. Ко времени возвращения адмирала в Поднебесную император Чжуди, перенеся ряд инсультов, уже не мог решать серьезных вопросов. После его смерти все экспедиции были приостановлены, а новый император Чжу Гаочи отправил адмирала Хэ на 7 лет в Нанкин командовать местным гарнизоном. Молодой император оказался под влиянием придворных сановников, внушивших ему, что Джен Хэ просто выдумал историю об Америке, чтобы скрыть потерю большого количества судов и людей. Только заслуги адмирала спасли его от казни. Но и через 7 лет император разделял взгляды конфуцианской элиты Китая, считавшей морские походы ненужными и дорогостоящими затеями. Тем не менее, китайский анклав забытой родины продолжал жить и развиваться. Построив несколько городов на территории современных Колумбии, Венесуэлы и Гайаны, китайские колонизаторы основали новое государство, обладавшее в этом регионе немалым влиянием. Почти сразу после отплытия Хэ власть в анклаве захватила группа морских офицеров во главе с мандарином Мао Вонгом. Его деятельная натура позволила в краткие сроки построить государство с китайскими законами, нравами и достижениями, где в качестве рабочей силы выступали индейцы. Местные вожди-союзники сохраняли свою власть, но были зависимы от китайской администрации. Другие племена были покорены силой оружия. Китайские моряки нередко женились на индейских женщинах. Так как индейцы принимали гостей за своих предков, никто этому не препятствовал. Помимо императорских законов, китайцы внедрили новую систему сельского хозяйства, образовали армию и построили рыболовецкий флот. Строить военный флот Мао Вонг опасался из-за гнева императора. Ученые, оставленные Хэ, сумели воссоздать бумагу, порох и осуществить процесс плавки металла.
Спустя 30 лет после отплытия Джин Хэ поселенцы уже не верили, что к ним кто-то приплывет. Но меньше всего в это верило новое поколение индокитайцев, которые мечтали упрочить величие Поднебесной империи. Планы потомков неизбежно бы сбылись, если бы в 1492 году в Новый Свет не прибыла экспедиция Христофора Колумба. 25 сентября 1493 года Колумб отправился во вторую экспедицию в Новый Свет. Испанцы уже хорошо представляли, что будут делать с местным населением. С собой они привезли партию мастифов и грейхаундов, обученных нападать на человека. Уже в Америке испанцы приучили собак к человеческому мясу. Массовые повешения, обезглавливания, сожжения. Европейцы стали сеять смерть и разрушение. Сам Колумб на южном побережье Кубы искал залежи золота, и Великое Китайское ханство, не забывая обращать индейцев в рабство или обкладывать данью. Испанцы издали закон, обязавший индейцев старше 14 лет раз в 3 месяца платить налог золотом или 25 фунтами хлопка. Заплатившим налог вешали на шею медную пластинку с датой выплаты. Если дата на пластинке была просрочена, индейцу отрубали кисти рук, вешали их на шею и отпускали умирать. Неудивительно, что там, где появлялись испанцы, индейцы вскоре исчезали. По мере продвижения испанцев вглубь материка до них стали доходить сведения, что искомое царство где-то рядом. Отряд конкистадора Франциско де Хойя был полностью уничтожен неизвестным врагом. Двое выживших поведали, что неожиданно на них стали падать пушечные ядра, вокруг которых мелькали цветные всполохи. Вскоре в расположение испанской миссии пришел еще один воин. У него были отрезаны пальцы, на спине вырезан иероглиф, а на шее болталось ожерелье из ушей товарищей. Безумец рассказал, что встреченные им индейцы не такие, как все. Они знают о порохе, имеют ружья и армию. Вместе с ним индокитайцы передали свиток, в котором просили испанцев вернуться в исходный порт. А если те желают установить торговые и дипломатические отношения, то прислать гонцов. Но испанцы, не знавшие их письменности, ничего не поняли и решили ждать. Индокитайцы же, не получив ответа, собрали свою 5000-ную армию, еще 50 тысяч составляли индейские воины, и отправились громить испанскую колонию. К тому времени Колумб находился в плавании близ материка, поэтому новости о разгроме миссии дошли до него лишь спустя 2 недели. Так как сведения о враге были скудными, испанская корона послала на их усмирение флотилию из 5 фрегатов и 2000 солдат. Но при подходе к берегам Венесуэлы фрегаты увлеклись преследованием 3 небольших грибных судов. Одно из них испанцам даже удалось потопить. Однако, увлеченные преследованием, испанцы оказались на расстоянии выстрелов береговых пушек. Получив пробоины, 4 из 5 фрегатов были потоплены, а 5-й взят в плен. На какое-то время испанская корона решила воздержаться от экспедиции в опасный район. Тем более, что Колумб нашел более спокойные берега. Однако столкновения оказались неизбежны. 3 испано-индокитайские войны в XVI и XVII веках привели к разграничению сфер влияния. Венесуэла, Колумбия, часть Гайаны долгое время были под властью потомков китайских мореплавателей. Однако европейский прогресс помог испанцам в борьбе с изолированной от метрополии китайской колонией. Четвертая война испанцев и индокитайцев 1734-1739 года закончилась поражением последних. Правитель колонии подписал невыгодный для себя мир и признал главенство испанской короны. Однако, несмотря на проигрыш, разрушение и многочисленные смерти, индокитайское образование удалось сохранить. Испанцы, победив формально, не пытались упрочить свою власть, ограничившись налогами. Лишь в XIX веке, когда в Южной Америке разгорелась национально-освободительная война, китайско-американское государство сумело обрести независимость. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.